Андрей, водитель автобуса, в последнее время заметил, что пассажиров стало значительно меньше. Это негативно сказалось на его доходах, и зарплата была снижена. Каждый день он выполнял привычный рейс между селами, стараясь не думать о своих финансовых трудностях. Однажды, проезжая по знакомой дороге, он заметил пожилую женщину с ведром картошки, стоящую на обочине. Эту женщину звали Марина. Она остановила автобус, и когда дверь открылась, вошла внутрь. Однако вместо оплаты за проезд она предложила Андрею ведро картошки. Удивленный, он отказался, объясняя, что правила требуют оплаты билета. «Я не могу тебя подвезти, если ты не заплатишь», — сказал он, чувствуя, что его слова звучат жестоко. Марина, не понимая его настойчивости, отказалась покинуть автобус. В отчаянии Андрей использовал силу, чтобы вышвырнуть ее из автобуса, и продолжил движение. Марина осталась одна на холодной дороге, не имея возможности вернуться домой. Она шла по дороге, пытаясь согреться и найти помощь, но вокруг не было никого, кто мог бы ей помочь. Вернувшись домой, Андрей не мог избавиться от угрызений совести. Он вспомнил, как смотрела на него Марина, и почувствовал, что поступил неправильно. Решив найти ее, он отправился в село, где она жила, но все его попытки оказались безуспешными. Никто не знал, куда она ушла, и вскоре Андрей смирился с мыслью, что, возможно, он никогда ее не увидит. Прошел год. Андрей и его жена начали процесс покупки квартиры, мечтая о новом начале. Продавец квартиры, когда они встретились, сказал, что это жилье принадлежало его бабушке, которая насмерть замерзла в зимнем лесу. Андрей почувствовал, как холодок пробежал по спине. Во время ремонта квартиры он нашел старые фотографии и, рассматривая их, узнал в одной из пожилых женщин свою знакомую, Марину. Сердце его сжалось от осознания. Он понял, что она погибла из-за него, из-за его жестокого поступка. В тот вечер Андрей не мог уснуть. Он решил пойти на кладбище, чтобы найти могилу Марины. Блуждая между могилами, он, наконец, нашел ее. На могиле он искренне попросил прощения. В ту ночь ему приснился сон, в котором Марина стояла перед ним, улыбаясь. «Я прощаю тебя, Андрей», — сказала она. «Не мучай себя, я нашла покой». Проснувшись, Андрей почувствовал, как груз с его души упал. Он знал, что никогда не сможет изменить свое прошлое, но теперь он был готов жить с этим, стараясь делать добро и помогать другим, чтобы память о Марине жила в его сердце. Дорогие зрители, а как бы вы поступили на месте водителя? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.